Друзья мои, всем привет! Сегодня вторая часть, она будет более интересная по капру или капюшону. Обвязываем красивой кулиской, с двух сторон у нас ничего не видно, все неровности спрятаны туда. Там мы где делаем убавки, там где у нас делаем мы закрытие, у нас остаются петли. Мы обвязываем с вами капюшон, делаем отверстия в нужных местах и вставляем правильно шнурок для того, чтобы дырочки не растягивались. Это очень важно. Поэтому эта часть наиболее такая интересная, поскольку уже завершаем вязание, в надлежащий вид приводим изделия, которые можем носить. Некоторые моменты я упустила, давайте в краткости сейчас опишу принцип вязания. По такому принципу я вяжу капюшон для плечевого изделия, либо вот зимнее изделие капр. Сначала мы вяжем резинкой по кругу. Хотите фабричный набор, у меня фабричный, можно просто обыкновенный самый набор делать. Вяжем резинку на высоту вашей шеи. В среднем это 15-20 сантиметров, потому что немножечко надо, чтобы она была все-таки повыше, да? Потому что капюшон может вот так вот складываться. Поэтому вот это расстояние вы можете сами регулировать. У кого-то шея длиннее, да, у кого-то размер, кто-то выше ростом, шея длинная там. Поэтому вот этот вот момент регулировать высоту резинки, это вы уж сами. Я делаю вот стандартно, я называла в том мастер-классе, в первой части точнее, поскольку сама вяжу по этому мастер-классу. Он у меня год был залит на ютубе, я в том году не успела его по сезону опубликовать, поэтому решила оставить на этот год. Значит, мы отвязали резинку, 94 петли, по-моему, и далее переходим к вязанию самого капра. Меняем спицы до лицевой глади. И далее закрываем, хотите больше, хотите меньше, под подбородок. Дальше у нас начинается поворотное вязание, при котором мы делаем вот здесь возле лица, там где у нас подбородок, вот здесь вот округление делаем, то есть убавочки. В лицевом и в изнаночном ряду я все показываю в первой части, значит, мастер-классе. Здесь мы делаем несколько убавочек. Вы можете не обращать внимания на шоколадный капр. Я там показываю и рассказываю. И мы вяжем розовый. Я еще комментирую, как я вязала капр побольше, это шоколадный. Там немножко больше убавок, больше прибавок. Поэтому, в принципе, вот этот капр, у меня размер головы 54-55. Смотря какая на голове прическа, это тоже влияет. И, в принципе, для меня он великоват. Мне немножечко надо затягивать кулиску. Но он еще объемнее смотрится. То есть он не в натяг. Поэтому до 60 размера вяжите вот по этим цифрам. В принципе, все свои капры для продажи я вязала по розовому капру. Значит, мы разделили вязание напополам, когда закрыли петли. И дальше здесь мы делаем возле лица убавки. Немножечко расширить, да, как бы у нас лицо округлой формы имеет, и немножечко мы здесь делаем убавочки, вот это отверстие как бы расширяем. А со стороны затылка мы выделяем центральную петельку, справа и слева делаем прибавки с нужным наклоном, даем расширение для капра, для объема, чтобы получить его объемным, отвязываем высоту и закрываем его по принципу вязания носка. Вот эту дорожку вы можете также количество петель уменьшить или увеличить. Половина ширины от этой дорожки у нас добавляется еще к высоте капра. Но повторюсь, за счет кулиски мы можем регулировать, да? То есть примерно вяжите на любой размер, можете смело вязать по моим петлям. Понятно, что плотность вязания у нас разная. Я вязала неоднократно из вот этой ниточки Artland. Сейчас скажу, здесь у нас 360 метров на 50 грамм. Также в 3 сложения, те же номера спиц, тоже количество петель на резинке, те же прибавки, как на розовом капре. Получается все одно и то же. Единственное, более пушистое получается полотно, поскольку вязание более рыхлое, поэтому пуху есть куда выбиваться. Это одна стирка, но все знают, что после первой стирки это еще не весь пух выбился. Чем больше мы носим пухнорки, попадает, например, под снег, под дождь, наши изделия мы потом просушиваем, кто-то просушивает феном, и пуха становится все больше. Это бюджетная пряжа, возможно, есть лучше, возможно, есть хуже. Про хуже я уже рассказывала на своем основном канале. Итак, значит, этот капр я вязала 3 нити
основные, и варежки у нас дальше будут тоже в 3 нити основные и 3 дополнительные. На варежках, по-моему, не помню, 2 дополнительные нити. Меня спрашивали по расходу. Вот комплект, это капор и объемные варежки. Здесь высокая манжета. Для сравнения, вот в желтых у меня поменьше на 5 рядов, в шоколадных еще на 10 рядов, еще меньше, еще короче манжета. Варежки объемные за счет косы. Коса накушает много пряжи, при этом у меня осталось 50 грамм, то есть один моток остается еще. Сейчас я вам покажу остаток. Как видите, 53 грамма практически. Это остаток. Еще можно связать, например, повязку. Это что касается комплекта. Далее, из этих артиклов, если я вяжу шапку, то вяжу ее в 4 сложения. Также одной упаковки, неважно какой артикул, хватает на шапку с отворотом, с подгибом и на варежки объемные. Дополню еще, что капор и такие же варежки я вязала из пряжи Монро, точно так же от компании Artland, где метраж в 50 граммах 200 метров. Ниточка потолще, поэтому в 2 сложения кому-то, может быть, будет удобнее вязать капор, и варежки также в 2 сложения. И приглашаю вас подписаться на телеграм-канал. Там, во-первых, есть чат для общения, там вы можете быстрее задать вопрос, точнее быстрее получить ответ, поскольку на YouTube я захожу через VPN. А телеграм-канал всегда, пожалуйста, я всегда на связи. И в телеграм-канале я каждый день делаю публикации. Это какие-то интересные идеи, это какие-то интересные схемы, поэтому предлагаю вам присоединиться. А сейчас желаю вам легких петелек и самое главное, будьте здоровы. Хочу вам показать, как выглядит капор поближе и вообще на голове. Слева манекен 55 размера, вот этот справа 57 размера. Давайте посмотрим вид сбоку. Вот так он не спадает. Если у вас, допустим, воротник какой-то, вот так он выглядит сбоку, вот так он выглядит сзади, ну и спереди вы уже видели. Кулиской можно поджать, поэтому здесь, наверное, я в первой части мастер-класса сказала, что до 58 размера. Нет, он намного больше, он довольно-таки объемный, как видите. Итак, капор мы вязали, значит, в 3 основные нити и в 3 дополнительные. Обвязку я буду делать в 2 основные и 1 дополнительная нить. Я уже приготовила ниточку. Спицами поднимать буду номер 3. Леска 60 сантиметров достаточно. Можете взять и 80 сантиметров леску. Крючок понадобится вспомогательный 3,75 я использовала. Вы используете такой, которым удобнее будет. И наружную часть кулиски я буду вязать спицами номер 4,5, а внутреннюю спицами номер 4. Беру спицы номер 3, начинаем поднимать петли. Я сделаю камеру поближе и давайте рассмотрим полотно. Мы закончили в первой части вязать капор, и когда заканчивали его, у нас вот здесь такая ступенька, поэтому разворачиваем капор к себе левой стороной. Вот так. И начинаем поднимать вот отсюда. Откуда будем поднимать петли, ближе покажу. Есть у нас вот эта крайняя косичка, которая отвечает за 2 ряда. Вот следующая, немножко разверните к себе, вот следующая. Ее мы трогать не будем. Разворачиваем вязание полотном к себе. Вот сюда я вставляла крючок, когда вам показывала эту косичку с торца. И есть следующая петля, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот идет косичка первая, полноценная. Кромочную мы не трогаем, будем набирать из этой косички. Обратите внимание, когда вы присмотритесь, одна петля будет достаточно широкая, одна будет очень узкая. Это объяснимо при поворотном вязании, это нормально, что одна петля будет зажата. Есть лайфхак, я расскажу, как сделать так, чтобы петли были одинаковыми. Но это будет в отдельном видео, хочу вам поведать. Итак, рассматриваем петельки, они разные. Поэтому не пропускаем ни одну
и стараемся поднять одинаковое количество петель. На коричневом капре я поднимала, вот начинаем мы отсюда, 38 петель. Место скругления, там где мы убавляли петли, я поднимала 7 петель. Со стороны подбородка 15 петель, с другой стороны все зеркально, 7, 38. И 17 петель на коричневом капре, это уже верхняя часть самого капра капюшона. То есть заканчивать мы будем вот здесь вот. Здесь у меня получается 15 петель и 15 петель, так как я здесь сделала 2 убавочки экспериментальные. В принципе, они погоду не сделают. Но главное, чтобы просто соответствовало количество. Итак, откуда начинаю вытягивать петельку? Здесь, возможно, понадобится крючочек. Кому удобнее, вытягиваем крючком. В шоколадном капре я поднимала с таким ритмом, и он мне подошел. Первую петлю и вторую петлю поднимаю, третью пропускаю, первую, вторую поднимаю петли и с третьей пропускаю. И у нас будет чередоваться то узенькая петля, то широкая, то узенькая петля, то широкая. Повнимательней. Итак, вот это место растянутое, потому что здесь окончание работы. Я беру не первую петельку, вот она, не первую петельку, а вот эту узенькую вторую петельку. Вот вставляю сюда. То есть у меня практически полсантиметра будет уходить в кулиску, но зато будет очень ровно, красиво обработан капор. Подхватываю ниточку и вытягиваю первую петлю. Спицы беру тоненькие, так, чтобы было удобно нырять. Хвостик оставляем длинненький, чтобы он у нас не убежал. Итак, первая петля есть. Из следующей петли также достаю петлю. Третья, она маленькая петелька, пропускаю. Иду в следующую. Первая, вторая. Третью пропускаю. В следующую иду, у меня она узенькая. Первая считаю, вторая. Третью пропускаю, иду через нее. Считаю 1, 2, третью пропускаю. 1, 2. Здесь попалась узенькая, пропускаю. 1, 2. Не забывайте про вот эти узенькие петельки. Третью пропускаю. 1, 2. Третью пропускаю. И так буду поднимать. Вот здесь я забыла поставить маркер там, где заканчиваются убавки. Здесь их было 3 на этом капре. На шоколадном 4. Но я их вижу 1, 2, 3. То есть вот здесь ставлю маркер. И с другой стороны также поставлю маркер. Смотрю, где были убавки. 1, 2, 3. Вот так. И до маркера поднимаю вот с этим ритмом. 2 петли поднимаю, 1 пропускаю. 38 петель подняла, 1 пропускаю, 39 и 40. И вот сюда перевешу маркер, чтобы мне с другой стороны также на этом участке сделать 40 петель, поднять. Смотрите, что получается. На шоколадном капре по этой стороне я подняла 38 петель, а здесь у меня получилось 40. Но это объяснимо, потому что у меня было провязано там рядов меньше, хотя в сантиметрах он был выше. Ну вот, не знаю, как это объяснить, да, плотность вязания, либо же пряжа по толщине разная. Поэтому у меня здесь объяснимо больше петель. Теперь вот этот участок, который идет наискосок, я подниму здесь 5 петель, потому что на капре, на шоколадном у меня здесь было 4 убавки, а здесь 3 убавки. Ну, поэтому на 2 петли я буду поднимать меньше. Здесь уже смотрите так, как удобнее. Нам нужны будут вот эти дырочки, пускай прям будут дырочки, потому что потом они нам, именно эти дырочки, мы будем в них заходить крючком при кетлевании. Так, 1 петля есть. Ищу что-нибудь поудобнее.
вторая, третья, мне нужно так, чтобы это была еще и дырочка, четвертая и пятая, ближе уже к прямой части. Вот так нормально. Раз, два, три, четыре, 5 петель. Далее идет прямой участок, где мы закрывали 15 петель для подбородка. Здесь я буду поднимать петля в петлю. Вот моя первая петля, прям в центр петли, первая, в следующую также вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14 и последняя 15. Все верно. Также поставлю сюда маркерочек, неважно, что один большой, один маленький, чисто пересчитать петли. Так, вот он у меня, этот участок наискосок, который здесь я поднимаю 5 петель. Вот у меня есть прям прямая петля, прямо из-под нее 1, следующая 2, 3, мне прям нужны эти дырочки, 4, нет, здесь мне как-то не понравилось, ниже надо брать, 1, 2, 3, вот так, 4 и 5. 4, так, вот эту маркер сниму, мешает. 4 и ищу какую-нибудь удобную дырочку, чтобы потом туда нырнуть смог крючок. Вот так я подниму. Раз, два, три, 4, 5. Также вешаю сюда маркер, чтобы мне по вот этому теперь прямому участку вертикальному также с таким же ритмом буду поднимать 2 петли, поднимаю, 1 пропускаю, так же как и на другой стороне. Напоминаю, что это не под косичкой, а следующий ряд. И смотрим, откуда взять первую петлю. Первая, вторая, вот она прячется, подняли, третью пропускаю, первая маленькая петелька, вторая, третью маленькую пропускаю. У нас чередуется одна маленькая петелька, повторюсь, я на той стороне показывала, одна узенькая петелька, одна широкая петелька, опять одна узенькая, одна широкая, чередуются. И здесь мы делаем это без камеры уже. Я буду делать без камеры. То есть мне по той стороне у меня 40 петель поднято. Значит, и по этой стороне я должна дойти до прямого участка и собрать здесь 40 петель. 36 петель поднято. Одну пропускаю. 37, 38. Одну пропускаю. 39 и 40. Так, все четко. Перекидываю маркер. Осталось поднять 15 петель. У меня 15, у кого-то 17. И смотрите, мы опускаемся теперь на несколько петелек. Нам надо, чтобы уравнять. Еще раз повторюсь, в очередной раз, из-за того, что у нас ступенька здесь, и нам надо будет поднять примерно вот так вот как-то. Я сниму, пожалуй, маркер, они мешают. Так, и теперь расправляю здесь вязание и смотрю, как мне удобнее поднимать, из какого ряда. То есть, чтобы здесь не было никаких перекосов, мне нужно поднимать вот из этого ряда. Вот она петля, вот она, вот она, вот она.
и веду ее, веду и нахожу. Итак, повесила маркер и опускаюсь в тот ряд, чтобы мне закончить ближе к левой спице, да, чтобы вот эту ступеньку как раз таки сгладить. Мне нужно вот в эту петлю попасть. Есть. В следующую. Не обращать внимания, что здесь будет у вас сантиметр или полтора. Вообще не имеет значения, потому что это все уйдет внутрь обвязки. Так, раз, два. Главное в петлях не запутаться. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так, я еще переживаю, чтобы не утерять петли. 10. 11. 12. 13. 14. И вот здесь вот 15 последние из косички у меня. Вот отсюда подниму. 15. Итак, все количество петель набрано. Все получилось у меня симметрично. То есть количество петель везде совпадает. Хвосты потом покажу, куда, как, что прибрать. Теперь я меняю. Значит, это мы троечкой поднимали петли. Теперь я беру спицы 4,5 для наружной обвязки. Заглушку сниму и перевешу, чтобы не утерять петли. И начинаю провязывать лицевыми петлями. При этом надо считать ряды. Так, первая петля, вторая и так далее. Первая петля растянута, поэтому хвостиком ее подтянуть надо. И провязываю 3 круговых ряда. В 4-м ряду мы будем делать отверстие в районе подбородка. Прохожу первый ряд, там, где петли подбородка, я их выделяю, потому что потом на этих петлях нам надо будет дырочки сделать под шнур. Вот эти 15, где закрывали подбородок, выделила. И дальше иду до конца. Остальные маркеры, в принципе, не нужны. Нужно только начало кругового ряда. Леска может быть на спицах 80 сантиметров, может быть даже 100 подойдет. То есть такая, которая вас устраивает. Я люблю, когда у меня сжаты петли на спице, вязание убыстряется. Так, и провязываю вверх, уже вверх нашего капра. Вот такая картина получится, что у нас вот здесь вот несколько рядов, да, будет в кулиску спрятано. Последняя петля. Так, спицы номер 3, которыми поднимали петли, больше не нужны. Все вот эти хвосты остаются на изнаночной стороне. Здесь я повешу маркер начала кругового ряда и продолжаю вязать второй ряд. И здесь мне еще понадобится маркер, чтобы 4-й ряд мне не пропустить. Вот сейчас уже вяжу второй и на ниже лежащий вешаю. И считаю от него первый, вот второй ряд круговой начала вязать, чтобы было мне понятно. Провязываем 3 круговых ряда, и в 4-м ряду перед 15 петлями, там где подбородок, встречаемся.
Итак, сейчас у меня 4-й круговой ряд, где нужно сделать дырочки. Вот здесь они сделаны очень хорошо. По центру самой высоты кулиски. Можно даже ниже, можно было даже в 3-м ряду сделать. И между отверстиями у меня здесь 11 петель. Можно сделать поменьше, но мне кажется оптимально, потому что 13, наверное, много будет. Вот я, наверное, так и оставлю вот это расстояние примерно 5 сантиметров, чуть побольше, возможно 6. Также я и здесь сделаю. Итак, мы отмечали зону подбородка 15 петель. Соответственно, нужно переместить маркеры. Или найти центральную, 2, 4, 6, 7. Вот она центральная. И по 5 петель, 2, 4, 5. Ну, правильно, по 2 петли смещаемся к центру. И другой маркер переставляю также на 2 петли ближе к центру. Получается, что между маркерами 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Вот так и оставлю. Так же, как и на шоколадном капле. И это 4-й круговой ряд. Не довязываю до маркера 2 петли. Делаю прямой накид, просто самый обыкновенный накид. И провязываю 2 вместе слева направо. Снимаю маркер, больше не нужен. Вяжу до следующего маркера. Снимаю его, больше не нужен. Делаю 2 вместе с наклоном вправо. И теперь только накид. Запомнили, да? Здесь накид, потом 2 вместе, а здесь 2 вместе и накид. Итак, сделали 2 вместе, накид, и дальше пошла вязать. В следующем, в 5-м ряду я эти накиды буду провязывать открытыми, то есть как они есть, чтобы именно были дырочки. В 5-м ряду возле этих дырочек мы с вами встретимся. 5-й круговой ряд, подхожу к зоне подбородка, там, где мы делали отверстие. Дошла до накида, провязываю его как есть, вот такая, чтобы дырочка была, и дальше вяжу. Довязала до следующего накида, также провязываю его открытым, то есть чтобы была дырочка, и продолжаю дальше. Итак, я провязала почти 10 круговых рядов. Хочу на что обратить внимание. Вот это место, где у нас была ступенька, мы ее уже закрыли своей высотой. То есть у нас эта ступенька спрячется, чтобы вы не переживали. Еще плюс мы не довязали. Ступенька будет убрана. Сейчас с хвостиками будем еще разбираться. Я довязываю 10-й ряд. Вот так это выглядит все. Сейчас покажу так, чтобы петли не убежали. То есть никаких дырочек у нас нет, все нормально. Итак, довязываю 10-й ряд до конца кругового ряда. Вяжу свободно. И перехожу уже на спицы номер 4. Чуть меньше для того, чтобы обеспечить прилегание. Так как это внутренняя часть, но у нас уже здесь 2 ряда еще вовнутрь уйдут, но это будет сгиб как раз таки. Вы можете провязать еще шире, это уже на ваше усмотрение. Теперь далее, включительно до 16 ряда, я буду вязать уже спицами номер 4, а потом приступим к кетлевке. Объясню, почему я 10 рядов из 16 вяжу спицами номер 4,5 и только 6 рядов спицами номер 4. 2 ряда у меня уходят, то есть получается у меня 8, 16 пополам, это 8 и 8 рядов. 8 рядов наружная часть, следующий 9, 10 ряд, это уже идет в подгиб, и так как не совсем плоская, мы же не можем сделать плоской эту кулиску, да? Вот эти 2 ряда, они идут на торцевую часть, как бы. Я вот так вот рассчитываю. Это для тех, кто хочет шире провязать, чтобы вы немножко ориентировались.
Итак, сменила практически спицы. Так, дошла ряд, сменила спицы. Маркер я оставила, чтобы считать 16 рядов вверх. И теперь самое время заняться вот этими хвостиками. Мне понадобится крючок. Берем одну часть ниточек, я покажу на вот этих ниточках. Первое, что я делаю, я сначала делаю тоньше нить, то есть снимаю пух. Вот так вот прям ногтями истончаю ниточку, чтобы она превратилась прям вот такой вот в тонюсенький пушок. Вот такой комочек у меня получился, я его отставляю. Теперь делю, у меня здесь сколько? При обвязке 2 нити и 1 дополнительная. Вот беру 2 нити и 1 дополнительную и вывожу крючком на лицевую сторону. С лицевой стороны завожу крючок на изнаночную, подхватываю одну из нитей, вывожу на лицевую сторону. Здесь дальше маскировать буду под петли. Протягиваю до какой-нибудь косички. И мне нужна правая стенка косички. Вот я дошла, протянула нить. Вот у меня идет косичка. И буду маскировать. Смотрите, вот так кладу вдоль правой стенки. Ввожу под эту стеночку под одну крючок и завожу крючок туда и забираю ниточку, вытягиваю. Снова накладываю как бы нить, она как бы повторяет вот эту половинку петли. Прям по лицевой стороне. Всегда нити все прячу по лицевой стороне. И снова также протягиваю крючком. Снова придерживаю, завожу под правую стенку, вытягиваю, придерживаю, крючок под правую стенку, вытягиваю. Таким образом нить зафиксирована будет, а после стирки она еще и подваляется. Вторую нить я буду точно так же уводить, но уже в какое-нибудь другое место. Соответственно, не в эту же косичку, да, чтобы не утолщать здесь, не создавать утолщение, а в какую-то другую. Возможно, даже вот какую-то вот, даже в обвязку в эту. То есть здесь не имеет значения, она настолько тоненькая, что никто ничего и никогда не поймет. И вы сами в том числе забудете, где она есть. Остался маленький-маленький хвостик. Теперь я, наоборот, с изнаночной стороны завожу между 2 косичек. Как видите, где у меня крючок между 2 косичек и рядышком с этим хвостиком. И этот хвостик прям забираю на изнаночную сторону. Все. Здесь подтягиваю. И у меня получается, что хвостика не видно ни с изнаночной стороны, ни с лицевой стороны. Вот так вот я всегда прячу все хвостики при вязании шапок и так далее. Итак, я провязала 16 рядов. Видно, прямо здесь крупнее вязка, здесь уже меньше. В сантиметрах. Смотря от какого места смотреть. Вот здесь где-то у нас первый ряд начинался. 7 сантиметров пополам по 3,5. Половина сантиметра уйдет на серединку сгиба. Ориентируйтесь у себя, как может быть там кому-то надо пошире. Итак, теперь я беру крючок 3,75. И теперь смотрите, мы сейчас будем начинать кетлевать вот с этой первой петельки, которая на левой спице, а правая спица у нас будет растягивать последнюю петлю, чем дальше мы будем по кругу идти и заниматься своими делами. Поэтому правую спицу я отправляю так, чтобы она не мешала. Крючок мы сейчас будем вставлять вот сюда, значит, чуть правее я отправляю правую спицу. Прям в изделие. И прижимаю ее, даже вытягиваю вот так, чтобы вся спица у меня была наружу. Для того, чтобы не растягивалась, повторюсь, вот эта последняя петелька, она вот сейчас уже видно, вот она будет растянута, а в конце ряда она будет еще больше растянута. Так, теперь вводим крючок ровно в те отверстия, когда мы в первом ряду спицами номер 3 вытягивали петли из дырочек.
Вот в эти дырочки мы и будем сейчас попадать. Самое главное попасть в первую дырочку удачно, потом следом друг за другом вы их прям будете чувствовать пальчиками. Давайте я прям сделаю ниже. Значит, самая первая задача. Вот наша первая петля на левой спице. Опускаемся ниже и ввожу крючок, откуда мы вытягивали, значит, вот такая огромная, большая, хорошая дырочка. Как это выглядит с изнаночной стороны? Мы захватываем вот эту косичку торцевую, ниже которой мы брали петли, да, вытягивали откуда петли. То есть вот эта косичка торцевая будет внутри. И мы должны попасть крючком как раз-таки под эту косичку. И когда мы прикетлюем крючком, у нас все будет внутри, поэтому все будет очень аккуратно. Пальцами левой руки я контролирую эту косичку, поджимаю ее постоянно, чтобы крючок попадал куда следует. Итак, пододвигаю спицу, крючок вошел туда, куда нужно. Теперь крючком снимаю с левой спицы первую петлю, подхватываю рабочую нить и протаскиваю сквозь петлю пальцами, большим пальцем и безымянным. Помогаю растянуть эту петлю. Приловчитесь, когда первую петлю сделаете, для того, чтобы удачно протянуть сквозь эту петельку петлю, которая у нас на крючке, и вытягиваю ее вот сюда наружу, откуда мы вводили крючок. Вот она, первая петля. Все, у нас зафиксировалась первая петелька с изнаночной стороны. Здесь стараемся петли не затягивать, чтобы вот эта косичка, которая у нас сейчас пойдет по лицевой стороне, она не была затянута и не затягивала нам изделие. Теперь давайте для начала первых 3-5 петель прям понаблюдаем, смотрим. Вот она, эта косичка, следующая от следующей петли. И вот она, эта дырочка. Первые несколько петель, пока не привыкнете, контролируйте, чтобы крючок выходил у вас. И вот эта косичка торцевая была в центре. Под косичкой, чтобы выходил крючок. Пододвигаю петли, работаем медленно, не спеша. Это самый ответственный момент. Навык приобретается после первых 10 петель. Потом по кругу самостоятельно будет уже все очень легко и понятно. Также снимаю петлю крючком. Крючком захожу в петлю снизу вверх. Придерживаю пальцем большим и безымянным эту петлю. Подхватываю рабочую ниточку и вытягиваю эту рабочую нить сквозь эту петлю. Вывожу ее наружу, и теперь у нас уже 2 петли. Теперь последнюю протягиваю через первую. Получается 1 петля на крючке. Снова захожу, смотрю, вот моя петелька. И вот она, собственно, дырочка. Видите, как ее хорошо видно? Захожу в эту дырочку. Петля, которая у нас образует крючок, должна доходить до этой дырочки. Не затягивайте, повторюсь. Вывели нужным образом крючок, подхватили петлю со спицы, подхватили рабочую нить, выводим петлю, не затягивая, протаскиваем сквозь ту, которая уже есть. И так повторяем по всему кругу. Вот она, следующая дырочка, отверстие сразу видно. Завожу крючок, снимаю со спицы петельку, забираю рабочую нить, вывожу и протягиваю, не затягивая. И вот так вот медленно и аккуратно проходимся по всему периметру. Если я сейчас почувствую, где у вас возникнут трудности, я к вам вернусь. А пока работаем самостоятельно. Прямой участок практически заканчивается. Здесь у нас идут петли наискосок, и я вышла к вам на помощь. Итак, наблюдаем. Я вот прилочилась еще лучше. Значит, вот вижу петля, откуда выходила. Последний раз вот она петля. Теперь вот она петля. Ныряю вот в эту дырочку. Дырочки очень хорошо чувствуются, особенно когда изделие у вас в руках. Может быть, под камерой не так хорошо видно, но зато в руках просто в эти дырочки сам крючок ныряет. Вытянули, протянули. Стараемся вот эту, повторюсь, не затягивать косичку. Смотрите, вот косичка закрыла все наши отверстия. И опять так, вот она петля, следующая петля в дырочку.
Эти самые дырочки, повторюсь опять-таки в очередной раз, из которых мы вытягивали спицами номер 3 наши первые петли, когда поднимали. Так, вот следующая косичка и дырочка. Не затягиваем. Опять вот она косичка, дырочку нахожу. Под камерой, конечно, не очень ловко. Так, наблюдаем. Следующая петля, вот она, вот отверстие, откуда вытягивали петлю. Прям очень свободно стараюсь сделать эту косичку, чтобы не затягивать. Следующая петелька, откуда она выходит, нащупываем дырочку эту, вводим крючок, снимаем со спицы, рабочую нить подтягиваем, выводим и протягиваем. Следующая косичка, вот она прям дырочка. Повторяем одно и то же. Так, эту мы прошли. Вот следующая косичка. Ищем, откуда мы вытягивали петлю. Вытянули, протянули. Следующая. Вот она куда переместилась. У нас пошли уже петли, где мы набирали петля в петлю. Следующая, так, вот косичка, следующая косичка, вот отверстие. Возможно, в камеру не так хорошо будет понятно, но поверьте на слово, в руках очень хорошо все чувствуется. Так, вот она. Здесь плотнее петля в петлю. Угу. Где-то отверстие просто побольше. Так, я потеряла свою петельку, поэтому возвращаю ее и продолжаю. Ну, я думаю, дальше, наверное, нет смысла показывать, просто повнимательней. Здесь даже навыки никакие особые не нужны, потому что здесь нужна только ваша внимательность. Ну и так по всему периметру. Стараемся не терять петли с левой спицы и не терять крючок. Ну вот, мы, в принципе, половину прошли. Думаю, дальше вы самостоятельно продолжите. И уже в конце я к вам вернусь, когда будем заканчивать. Покажу, как я эту спицу поаккуратнее делаю. И завершим, собственно, эту косичку, чтобы она у нас также была непрерывна. Хоть этого и не будет видно на этой пряже, но где-то в другом изделии вам пригодится. Я уже подошла к прямому участку, то есть где завершение работы. И спица у меня как воткнута была в полотно, чтобы не растянуть самую последнюю петлю, так она у меня и есть. И это будет немножечко затруднять нашу работу. Давайте вместе. Я ее так и держу, чтобы она мне ничего не растягивала. Вытянули, протянули. Следующая петля. Вытянули, протянули. Следующая. Пальцами чувствую, куда должен входить крючок. И вы также чувствовать должны. Так, следующая петля. Следующая.
Еще немного петель. Здесь уже кулиска сама складывается, потому что практически мы круг прошли, поэтому не совсем ловко. Но если следить за тем, чтобы петли не соскочили, то все очень даже замечательно. Поэтому я вам наглядно показываю, что все это, не ломая рук, все аккуратненько проходим. Так, следующее сюда. Просто почаще разворачиваем вязание. То лицевой стороной к себе, то изнаночной, чтобы подхватить петлю. Так, и осталось сколько? Пару петель. Сейчас я аккуратно их пересниму просто на обычную какую-нибудь спицу прямую, чтобы не утерять. И также воткну в изделие, чтобы вышло снаружи. Осталось 2 петельки. И здесь 2 косички осталось. Все четко. Так, сняли, вытянули, протянули. И последняя косичка. Сняли петлю. Все, больше спица не нужна левая. Аккуратно протягиваем сквозь нее, сквозь эту петельку последнюю, петлю, которая на крючке, и последняя протяжка. Теперь обрезаем нить. По изнаночной стороне, заметьте, у нас все ровненько. Сейчас все подтянем, потому что вот здесь вот, если мы спицу вот так вот плотненько не держали, здесь была большая растяжка. Итак, отрезаю сантиметров 10 хвостик. И вытягиваем теперь хвост. Подправляю последнюю петлю, чтобы она не была затянутой. Так. И теперь находим самую первую петельку, которая у нас получилась. Видно, да? Крючком сквозь 2 стеночки прошла, подхватила рабочую нить, протащила. И теперь нужно вернуть этот хвост в центр петли. Точнее, в центр последней косички, то есть вот сюда, с изнаночной стороны. Здесь крючочек, наверное, нужен потоньше, чтобы прям хорошенько попасть в этот центр этой петельки. Подхватываем рабочую нить и выводим. То есть делаем непрерывную косичку. И вот в этом месте мы ее соединили, да? Ну а с хвостиками я вам показывала, как поступать. Значит, делаем их чуть-чуть покороче. Я вот так обрежу. Также ноготочками почищу и в лицевую косичку прячем. Ну и так как у нас внутри пола здесь пустота, то мы прячем хвостики, просто вовнутрь уводим. Ну и вот что, собственно, получилось. Давайте посмотрим. У нас не хватает еще кулиски. Тоже такой же объемный капор, но немножко меньше размером. После стирки он весь разровняется. И вот так вот выглядит наша кулиска. Все очень ровно. Плюс еще разровняет нам ее стирка. Да, и смотрите, вот то место, где мы заканчивали вязание, где у нас была ступенька. Все внутри спряталось, и все ровненько получается. Теперь будем вязать сам шнур. Для вязания шнура я беру ниточку в 2 сложения и 1 дополнительная. То есть так же, как мы и обвязывали капор, когда вязали кулиску. Спицы номер 4. Беру самые коротенькие, у меня деревянные, поэтому буду вязать на них. Набираю 4 петли методом длинный хвост, любым удобным для вас способом, прям на 2 спицы. Итак, 4 петли есть, 1 спицу вынимаю и вязание пододвигаем к правому кончику. Берем рабочую ниточку,
на пальчик накладываем и начинаем вязать с первой петли. Полый шнур, кто не знает, это вязание по кругу, но только на 2 спицах. 2, 3 и 4. Провязали. Ниточка у нас в конце работы. Перетягиваем спицу к правому концу, перехватываем спицу и снова провязываем с самой первой петли. И потуже желательно первую петлю провязывать. 1, 2, 3, 4. Опять перетянули к правому концу и с другой спицей вяжем 1 петлю, 2, 3, 4. Провязали, протянули петли к правому концу и снова вяжем. Пока вяжем самостоятельно. Еще раз перетянули, ниточка справа, а вязание начинаем с правой петли, да, с самой первой. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Провязала полый шнур. Я уже, смотрите, с одной стороны завязала узелочек, с помощью обычной булавки протащила как нужно по всему периметру капора, вытянула с другой стороны и смотрю, кончик, который меня устраивает, но учитываю, что они могут подсесть, да. Вот такой длины, мне кажется, будет достаточно. Плюс мы еще не будем носить постоянно, чтобы капор был прям вот совсем растянутом состоянии, поэтому длина еще увеличивается. В общем, когда определились, сейчас я скажу в сантиметрах, сколько у меня. Когда определились с длиной, закрываем. Провязываю первую петлю, перекидываю ее уже провязанную на левую спицу и через нее перекидываю вторую петлю, третью по ходу и 4. Держу эту петлю и обрезаю небольшую нить. Вытягиваем хвост, завершили вязание. Полый шнур закончили вязать. Теперь давайте покажу, как мы его убираем. Я также делаю более тонким хвостик, кончик, то есть стягиваю ногтями вот этот вот пух. Теперь беру крючок любого размера, который есть под руками. У меня ниточка, допустим, какой длины? Вот здесь где-то заканчивается. Я чуть далее отвожу крючок и внутрь. У нас там полый шнур, у нас внутри пусто. И внутри пробираюсь крючком до того места, куда мне надо будет ниточку прибрать. Ну, нашла какую-то дырочку, подхватываю хвост и увожу вовнутрь. Все. Теперь завязываю здесь узелок, самый обыкновенный. Ну, стараемся, чтобы они были одинаковые с предыдущим. Замеряем получившийся шнур. Я не буду булавочку снимать. Стараюсь его не растягивать, но может быть так не получится, может быть он чуть-чуть потянется. Ух ты! 144 сантиметра. Это уже кончики завязаны, соответственно, он был длиннее. И теперь как вставляем? Кладем капор. Смотрите, начинаю я, допустим, в левую сторону поведу. Я вставляю в правое отверстие, капор лежит ко мне лицом. Вставляю в правое отверстие вместе с булавочкой. Прохожу левое отверстие и далее по всему периметру протягиваю.
Подошла к правому отверстию, прохожу его мимо и вывожу в левое. Таким образом, когда мы вставляем крест-накрест, то есть вошли в правую, обошли и вышли в левую, у нас два шнура, два кончика перекрещены там. И поэтому кулиска будет замечательно затягивать изделие, и отверстия не будут вот эти разбалтываться. Поэтому вот так, мне кажется, более надежно получится. Теперь я вынимаю шнур и отправляю стирать отдельно шнур, отдельно капор. И давайте замерим один и другой капор. Мне кажется, они сильно не отличаются, потому что их разделяет только 8 петель, но этот все-таки поменьше. Замеряю при вас до резинки 34 сантиметра, вместе с резинкой 47 и вместе с обвязкой в самом широком месте, где-то по центру, мерю 28 сантиметров. Оптимально для любого размера получился капор. Хочу замерить капор до стирки. Значит, высота его до резинки 34. Предполагаю, что сантиметра на 3 он сядет. Так как шапка дает усадку 2 сантиметра, здесь высота больше, значит примерно 3 сантиметра должно уйти. Если вместе с резинкой, значит 49. Самое широкое место, посмотрим, вместе с кетлевкой 30 сантиметров. Сама резинка 23 сантиметра.